Добрый день, мы на канале компании «АвтоСтронг», одного из крупнейших поставщиков запчастей в Республике Беларусь. У нас огромнейший склад, и здесь вы найдете абсолютно все для вашего автомобиля. И прямо сейчас мы готовим вам интереснейший материал про моторы BMW семейства N42. Именно этот мотор с индексом N42B18, объемом 1,8 литра, выпускался с 2001 по 2004 год, ставился эксклюзивно на BMW 3 серии E46, 316i и 316ti. Здесь 16-клапанная ГБЦ, и это первый четырехцилиндровый мотор BMW, где были внедрены системы Double Vanos и Valvetronic. Забегая вперед, скажем, что Valvetronic — это система бездроссельного впуска. Но дроссельная заслонка здесь присутствует. Дроссель функционирует в некоторых режимах работы двигателя, например, при прогреве, либо же в аварийном режиме, когда Valvetronic не работает. Вот эта дроссельная заслонка. Сейчас я объясню, для чего она нужна бензиновому двигателю. В цилиндры должно поступать определенное количество топлива и определенное количество воздуха. То есть вот это идеальная пропорция. На 1 грамм топлива должно поступать 14,7 грамма воздуха. Если эта пропорция нарушается, то есть либо больше воздуха, либо больше топлива, либо наоборот, то двигатель либо теряет мощность, либо начинает есть больше топлива. Количество топлива регулируется топливной системой, а количество воздуха регулируется заслонкой. Но есть нюанс. Если заслонка открыта менее чем на 50%, то она является барьером на пути попадания воздуха в цилиндры. Ну и существует действительно такое понятие, как насосные потери. То есть в некоторых режимах двигатель действительно тратит часть своей энергии, чтобы всосать воздух в цилиндры. И чтобы побороть насосные потери, компания BMW и придумала систему Valvetronic, в которой объем поступаемого воздуха регулируется величиной открытия впускных клапанов. Кто это придумал все? Это замысловатый впускной коллектор нашего мотора. Сразу скажу, что не каждый производитель идет на такое. Смотрите, то есть воздух через дроссельную заслонку попадает сюда, идет вот так вот, разворачивается, попадает в резонатор, а из резонатора по вот этим впускным каналам воздух уже попадает в цилиндры. То есть это сделано для оптимизации потоков воздуха, ускорения воздуха, повышения мощности, КПД, как угодно это называйте. Здесь у нас стоят форсунки, то есть смешивание топлива и воздуха происходит в коллекторе, а не в цилиндре. Вот это система вентиляции картерных газов. То есть вот это маслоотделитель, вот это пресловутая мембрана. То есть если эта мембрана рвется, она может порваться от старости, то в картере повышается давление. То есть это приводит к масложору, и это давление выдавливает масло через сальники. В итоге за 1000 с небольшим километров вы можете лишиться абсолютно всего масла. Ну, что, естественно, приведет к очень печальным последствиям. Не каждый фанат BMW знает, что вот это такое. Это электромотор сервопривода Valvetronic. А вот так выглядит система Valvetronic. Здесь реально не все так просто. То есть вкратце, вот электромотор, который с помощью червячной передачи меняет положение эксцентрикового вала. Эксцентриковый вал давит на промежуточный рычаг, который меняет положение вот этой вот лопатки. И тем самым регулируется степень открытия клапана. А кулачки самого распредвала давят на рокер посредством
этого промежуточного рычага. Благодаря данной системе можно отказаться от дроссельной заслонки, а наполняемость цилиндров регулировать высотой подъема впускных клапанов. И Valvetronic регулирует высоту подъема клапанов от 0,2 до 12 мм. И вот она, нетипичная поломка для данного мотора, то есть поломка возвратной пружины, причем не одной. Вот он, двойной VANOS. VANOS – это система изменения фаз газораспределения. Эта система меняет синхронизацию клапанов, меняя положение распредвалов по отношению к коленвалу. Муфты VANOS гидравлические, и вот эти два клапана, которые управляют давлением. Система в принципе надежная, пока не забивается сеточка и не изнашиваются вот эти уплотнительные кольца. Если говорить о состоянии, то здесь мы видим выработку на эксцентрике и небольшую, но выработку на кулачках распредвала. Что касается цилиндров, то здесь они в первозданном виде. Ни выработки, ни износа и прекрасный хон. Особенность многих моторов 2000-х годов – это наличие балансировочных валов. Эти валы призваны сделать работу двигателя мягче, тише и погасить вибрации. Вот это те самые балансировочные валы. В данном случае они встроены в один и тот же корпус с маслонасосом. Если валы изнашиваются, то появляется биение, вибрации и так далее. Но в данном случае валы в очень хорошем состоянии. Вот наш поршень. Если посмотреть по состоянию вкладышей, то небольшой износ присутствует, но он абсолютно не критичный, то есть ходить еще и ходить. Смотрим на состояние графитового напыления, оно стерто, но задиров здесь нет. Соответственно, это не критичное замечание. Ну и если посмотреть на кольца, то они не закоксованы. Если говорить о состоянии поршня, то на 4 по пятибалльной системе. Еще одной отличительной особенностью моторов BMW является наличие вот этих маслоотводящих отверстий в поршне. То есть, если масло используется некачественное, то они забиваются. В данном случае здесь с ними все в порядке. И если они забиваются, то начинается подъедание маслом. И в очередной раз в моторах, которые вы можете купить в компании автостронг, мы получаем идеальный коленвал. Разборка закончена, и можно констатировать то, что блок цилиндров в этом моторе в отличнейшем состоянии. Это говорит о том, что в нем использовалось качественное масло, он не страдал масложором и так далее. Есть пару вопросов по поршням, то есть они у нас не на 5, а на 4. Но здоровье этого мотора подкосило
Поломка в инновационной системе Valvetronic. Лучшие запчасти из этого двигателя вы можете купить в компании автостронг. Подписывайтесь на наш YouTube канал, подписывайтесь на наши соцсети, заходите на наш сайт, ставьте большой палец вверх и пишите в комментариях, о чем бы вы хотели видеть следующие видео. Спасибо, и с вами была компания автостронг.